видно, как слышно? Интересно, как у нас будет сегодня со звуком. Прекрасно видно и слышно. И я вот что замечаю, что нет красной картины сзади тебя. Где она? Сегодня другая картина. Сегодня морской пейзаж с голубыми тонами. Слушай, это прям очень интересно. Очень интересно. Другая. Скажи, пожалуйста, что именно интересно? Это как-то связано, с твоим запросом, с твоим состоянием? Что вызывает этот интерес? А я вот как раз-таки сейчас анализирую, да, как работает поле, потому что я же уже знаю, я захожу, вижу тебя, вижу эту картину, вот и у меня, знаешь, сразу же складывается эта цепочка. А сейчас что-то другое уже, море. Ну, возможно, да, сейчас пойдем в сессию, возможно, посмотрим, как оно будет, складываться и, о чем говорит это пространство. Это прям Мгм. Как вообще себя чувствуешь? Готова сразу начинать? Нужно что-то, предварительно готова, проговорить? да, готова начинать, готова начинать. Как хочешь начать? Ам, да, сейчас, секунду. У меня этот мысли прям, почему-то я нырнула в этот твой пейзаж. И о чем это мне? Это мне про какое-то, видимо, расслабление. Ну, о чем вообще мой запрос? Соцсети, соцсети, соцсети. Я начала, м, скажем, мне даже так сказала, немножко попустила важность этих соцсетей. И я, наверное, переживаю, не переборщила ли я с этой важностью, потому что как будто я вообще сейчас практически туда не выхожу и начала намного меньше видео снимать. И ты знаешь, мне вообще не хочется туда заходить просто. И да, и тут как раз таки вопрос о том, что вот не переборщила ли я с этим всем. Потому что, знаешь, был какой-то момент, вот такое пиковое состояние, когда я делала очень много и видео, и сторисы, и вот всего было много-много-много. Сейчас вот какой-то такой период, я вот чувствую, что я начала делать намного меньше. Я, кстати, даже немножко приболела. И терзают какие-то сомнения. Яна, не нужно ли тебе опять, в поток? Как будто я оттуда вышла и вот не понимаю до конца. Возможно, я как-то слишком сильно расслабилась. Вот. Ну, вот в эту сторону хочется посмотреть сегодня. Где этот мой баланс тем, чтобы вообще ничего не делать, так как, в принципе, я сейчас, и между тем, чтобы не перегружать себя. Вот. Я сказала, приболела. Как сейчас себя чувствуешь? Окей, я вот, когда вхожу в коуч-сессии, меня попускает. Вот у меня вчера тоже был групповой менторинг, я была менти. А, То же самое, все, вошла в процесс, я обо всем забыла 1,5 часа, мы там рефлексировали, и как бы было так прикольно. Эта среда, конечно, она лечебная. И вот для меня коуч-сессии то же самое. Сразу же все меняется, так хорошо становится. Вот. Слушай, а про что ты сказала, вот, как вчера было, что вышла и вошла в этот процесс, а в каком процессе тогда сейчас? Вот что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Ты имеешь в виду, со мной или, что сейчас происходит? Вообще только про тебя, Ян. Моё состояние? Ну, немножко тревожное это состояние. Потому что я понимаю, что нужно идти, нужно делать, а тут я еще и заболела. Мало того, что у меня не было желания что-то делать, а тут я еще приболела, это вообще ничего не хочется делать. М. С другой стороны, мне очень, как бы хочется делиться вот этими знаниями, которые у меня есть. Есть желание. Но когда это все приходит к каким-то действиям, вот иди, делай, снимай, у меня такое: нужно пойти накраситься, нужно найти, где это все снять, а что говорить, нужно сделать какой-то план, и все, и вот это все сразу же как бы растворяется, понимаешь? А искреннее желание, да, оно есть.
Вот в потоке, когда я нахожусь в каком-то потоке, все у меня идея, сейчас я вот об этом хочу, там, не знаю, в прямой эфир выйти, там, поговорить об этом, в сторис зайти, это сделать, это сделать. И получается, когда дело приходит к каким-то действиям, я ничего не делаю. Мгм. И я правильно услышала, что сейчас тоже чувствуешь эту тревогу? Да, 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 да. У меня ж с утра я проснулась, тоже, как всегда, у меня поток, мысли, идея появилась по поводу того, чтобы нужно, значит, что-то рассказать. Не, ну, конечно, у меня сразу же: "Яна, ну ты же больная, конечно, тебе не хочется этого делать, потому что ты болеешь". То есть у меня отмазка: я болею, понимаешь? Вот. У меня появилось официальное освобождение, как будто потому что я болею. Все, вот, пожалуйста. Поэтому я, конечно, сегодня никуда не. Ну вот посмотри, с тобой же ж я вышла на связь, понимаешь? И мне ничего не помешало, то, что я там не накрасилась или там. До этого у меня вот как раз таки сессия тоже была, поэтому и это все я сделала, и я болею, и, ну, мне хочется, понимаешь? А ради чего большего вышла, Ян? От чего? Ради чего большего вышла на сессию? Слушай, ну там, ну, я кайфую от этого. Я кайфую от этого, мне это нравится, и я расту за счет этого. А я не могу не выйти. Вот. Знаешь, у меня даже в мыслях не было. У меня даже в мыслях не было, чтоб не выйти. Не, вот даже "Кока-кола", глюкоза для энергии, вот, до этого еще там железо выпила, витаминки, короче, энергия появилась, подготовилась. Мгм. Ну, короче, у меня я от этого получаю кайф. Вот понимаешь, я от этого реально кайфую. Там менторинги, коуч-сессии. Для меня это, ну, то есть даже вопроса здесь. Тут даже не стоит вопрос выходить или не выходить. Я даже об этом не думаю. Вот. Я Мгм. всевозможных, не знаю, энергетиков, транквилизаторов, ну, типа, я выйду. Вот это очень интересно. А там почему-то вроде бы тоже желание, знаешь, как есть, хочется делиться, но когда приходит к действиям, я нахожу себе 100 каких-то непонятных причин, которые меня от этого освобождают. И потом я, соответственно, от этого мучаюсь, да, потому что я что хочу. Там проходит день, и ты такой думаешь: "Ну как это я этого не сделала?" Очень приятно, конечно. М. Ян, прям, у меня такая картинка, поделюсь с тобой. А, вот как если бы ты приходишь на коуч-сессию, как на какой-то прям кайф, на какое-то яркое проявление жизни, трансформацию, а потом возвращаешься, ну, куда-то туда возвращаешься, там, где болеешь, там, где а, что-то такое происходит. С чем тогда что хочешь забрать с сегодняшней сессии, чтобы вернуться вот туда? Ты знаешь, мне первое слово пришло ясность. Вот я хочу понять, или это я действительно себе какие-то непонятные штуки выстраиваю, создаю, чтобы этого не делать, или ну, насколько действительно все нужно. Вот эту ясно вот мне нужна ясность, в чем проблема, я не могу понять, потому что на физическом уровне, в принципе, есть все. Ну, как бы, окей, сейчас, да, болею, но в общем, учитывая 2-3 последних дня, то все окей. И этот вопрос, он у меня уже там первую неделю, он как-то за мной ходит. Вот. И она будет ясности, и что? А я буду либо делать, либо не буду тратить туда энергию. Знаешь, вот на эти размышления, что ты ничего не делаешь, и еще и энергию туда спускаешь. Вот эти сомнения и так дальше. Ясность про то, как вести соцсети, ясность, как принимать решения, вот про что эта ясность? А ясность о том, почему я так поступаю. Почему я так поступаю? Почему вот когда мне нужно что-то сделать вот в этом направлении, и ты знаешь, вот я сейчас даже, знаешь, так думаю, и это про
Даже не то, что соцсети конкретно, я понимаю, что у меня эти размышления это конкретно все, что связано с какими-то прямыми эфирами, эфир, вот что-то немножко более глобально, там, вебинар какой-то провести, вот туда, вот туда. Мне этого очень хочется. Это те же публичные выступления, это в ту сторону. Ян, смотри, стала говорить про прямые эфиры, про публичные выступления, и раз так отодвинулась от камеры. Отодвинулась. А ты знаешь, меня почему-то бок вот этот тянет, я не знаю, то ли я как-то плохо спала, то ли что. И мне очень захотелось опереться вот на что-то. Слушай, ну а найдешь причину. Буду с ней работать. Буду с ней работать, потому что я вот, знаешь, я думаю постоянно об этом. У меня в голове так все, вот нужно это. Я даже уже с одной знакомой по этому поводу встречалась, чтобы мы провели вместе прямой эфир. Смотри, как у меня, вот я же сама могу сейчас просто там сесть и провести этот прямой эфир, а у меня такое, нужно кого-то найти, чтобы провести его с кем-то, чтобы вот закинуть эту удочку, чтобы точно его провести. Потому что если я сама буду вот, ну, пытаться его провести, то, возможно, я вообще его никогда не проведу, понимаешь? Мгм. И И ты вот смотри, смеешься, Ян? Что чувствуешь? так, сейчас, секунду. Черный Так, ты меня квадрат видишь? Малевича. Прекрасно, мне кто-то звонил, но ты меня слышишь, да? Я тебя слышу, да, но не вижу. Я даже не знаю, как это прекратить. Сейчас, секунду. У меня был очень интересно. Что, возможно, По-моему, в перезайду. прошлый раз ты перезаходила, и Да, давай это еще раз помогло. зайду. Мгм. Мгм. Я зайду. Давай. Ага. Очень интересно, какая ты вернулась сейчас? Что изменилось за время твоего отсутствия? Ты знаешь, у меня первая мысль, которая пришла, как вот создатели "Ютуба" не продумали вот эту вещь, что когда тебе кто-то звонит, и ты в прямом эфире, что ты зависаешь. У меня такое: как они могли это не продумать? Мгм. А что здесь про тебя, Ян? Они что, могли этого не продумать? И там сидит команда, я не знаю, миллионы людей над этим работают. Представляешь, ну, "Ютуб" — это же вообще махина мощнейшая. И у них такой вот баг. И они себе могут это разрешить. И как бы от этого канал, ну, как бы он не страдает. Знаешь, о чём это? Видимо, о том, что мне тоже нужно себе разрешить делать баги. Это вообще ни о чем не говорит. Ну, как бы вообще. Это ни о чем не говорит. Вот сейчас, вспоминая то, что я тебе рассказывала, да, нужно пойти накраситься, нужно найти место, нужно прописать себе вот эти все мысли, о чем, как, и структура, и вот это, чтобы еще что-то интересное. М. А я такой человек, понимаешь, вот я в потоке, я говорю. Но когда мне нужно прописывать, когда мне нужно делать структуры, все, у меня мозг, он сразу же просто выключается. Вот я как будто, знаешь, застываю на этих структурах, и я там смотрю на этот лист, там пишу несколько строк, и все, и сижу с этими своими инсайтами Ой, непонятными. поделюсь, Ян, наблюдением. Да, конечно. Смотри, как интересно. Ты вначале а, дважды обращалась к себе в третьем лице и говорила, что ну, Мгм. я говорю, что Яна, там, тыры-пыры, то-то, то-то.
Ты говорила про то, что, ну, мне надо себе разрешить. А сейчас ты говоришь от первого лица, когда ты говоришь про то состояние, когда ты в потоке, когда ты, идёшь и что-то делаешь, ты говоришь прям про себя тотально. Просто такое наблюдение. Как-то оно тебе, может быть, откликается? Ну вот мне это опять про этот поток. То есть когда я там, и потому что вот вначале я же пытаюсь выстроить, да, когда вот ты поделилась, когда я пытаюсь выстроить вот эту структуру, видишь, как оно у меня начинает, мозг сразу же как он работает. А когда этого нет, как будто, знаешь, когда я подключаюсь к какому-то своему естеству, и все, и меня просто несет, и ничего не нужно. Ведь для меня, видимо, коуч-сессия — это и есть вот об этом, когда я коуч или когда я клиент, просто меня несет, и я подключаюсь к этому, и там не нужно там готовиться к чему-то, что-то продумывать. Вот ты просто есть, и все. И там этого нет. Как будто я себе создала что-то такое, что вот, а там по-другому, там нужна структура, там нужно все продумать, и все. И я начинаю тупить. Сейчас это проговариваешь, у тебя прям энергия меняется, ты замедляешься. Что чувствуешь, что происходит? Погружаюсь в это состояние. И вижу работу своего, ну, вот как мозг, вообще мышление, да, вот это об этом мышлении. И это, наверное, вот и моя уникность, по сути, не особенность, вылетела с головы. Почему не особенность приходит? Ян, кажется, не слышу. Я опять зависла. Вообще чудесно. Опять черный Сейчас квадрат, зато вернулся звук. щас я еще раз перезайду, секунду, сори. Давай, давай. Все интересно. Мгм. Да, почему? Мгм. Неизвестные номера, очень интересно. Уникальность. Спасибо, пожалуйста, номер, что это про уникальность. Вот, понимаешь, это и есть вот эта моя уникальность. А я пытаюсь, вот как все. И я не пользуюсь своей уникальностью. Вот сейчас я поняла, я не пользуюсь этой своей уникальностью, что вот когда мне поток, меня несет, пожалуйста, иди так. Но мне почему-то до конца не, вот, понимаешь, я ей не доверяю. Я не доверяю этой уникальности. Потому что мне хочется, ну, как бы делать так, как правильно, да, тебе нужно сделать это, структура, понимать, что, как, а как ты это просто будешь там, не знаю, понятно говорить, да. Вот. Слышу прям конкретную дуальность. С одной стороны, уникальность, поток, где ты проявляешься, где все легко, где ты чувствуешь себя прямо классно. А с другой стороны, мозг, структура, план. Вот в чем смысл, что оно у тебя именно так работает? Но это какие-то особенности моего мышления, моего поведения. Мгм. Я пока не понимаю вообще, почему так, да, вот почему моя, м, так сказать, машина в хорошем смысле слова так работает. Ну вот замечаю, что как-то так оно есть. Мгм. Когда поток, мне легко. Когда я делаю, когда я просто есть, и ничего там не нужно, другого, да. Ну, то есть, ну, хотя смотри, ну, даже когда поток, я понимаю, что структура, она всегда присутствует, но она другая. Но она вот эта структура, знаешь, она в потоке, она есть, конечно. По-любому ты понимаешь, что происходит, ты контролируешь процесс, то есть это не просто набор мыслей каких-то.
То есть она есть, но она другая. Она, знаешь, она какая-то вот гибкая, и структура, она в моменте. И тогда мне легко себя проявлять, тогда оно вот какое-то все легкое. А когда я начинаю залипать и начинаю продумывать вот эти сложные для себя структуры, мой мозг, он просто выключается. Я не знаю почему. Он вот выключается, и даже, допустим, когда я тексты пишу, ты знаешь, вот когда мне нужно, я себя заставляю что-то написать, я буду сидеть там час, 2, 3, я ничего не напишу. А иногда мне приходит какая-то идея, я просто открываю телефон, и мне хочется записать там несколько, там, даже когда мне нет времени, думаю, ну просто себе запишу главные какие-то мысли, чтобы потом не забыть. И меня несет, и у меня вот эти главные мысли, как бы не просто два-три предложения, да, а вот целый там А4 или больше. Но щас вижу это все, вот прям вспоминаются дофигища моментов. Вот то, что я сейчас с чем с тобой поделилась, да, как оно вообще у меня срабатывает. Вижу всё. Ян, что такое, смотри, сейчас произошло, когда сначала ты говорила или поток, или структура, и вдруг раз ты сейчас и объединила этот поток и структуру, и принесла эту структуру с системой в поток, и как оно тогда сразу, ты говоришь, что так, да, вообще все классно, все могу. А я увидела, что по сути, вот оно у меня так и происходит. Я этого не осознавала. Вот эти моменты, да, это есть, это уже есть в жизни, но это было на каком-то неосознанном уровне, и я этому не придавала какого-то значения. Вот видишь, как я тебе рассказывала, что я делала. Нужно записать несколько там главных каких-то этих идей, чтобы просто не забыть о чем. Я брала телефон, и на самом-то деле я погружалась, и меня уносило. Но я не придавала никогда какого-то значения. Для меня это было само собой. Я не анализировала этого, я не понимала, как оно работает. Оно случилось, и вот и случилось. Знаешь, как солнышко встает, и я же не знаю, как оно там, как Земля крутит. Ну, конечно, я понимаю, как оно крутится. То есть сам процесс, я это осознаю, да, но есть какие-то процессы, которые мы там, допустим, не осознаем, и просто мы принимаем это как данность. И я тоже принимала этот процесс, вот, есть, он есть. Сейчас я увидела, что получается, в этом и есть моя сила и моя уникальность. А я хотела, вот, знаешь, постоянно как-то его переделать, потому что вот, ну, как так надо. А так как надо, у меня не получается, и включается сопротивление. И как бы я вообще ничего не делаю, получается. А что начинает меняться, когда ты увидела свою силу, свою уникальность? Я, знаешь, сейчас такой: "Ну да ладно", такой внутренний интересный такой голос. Да ладно, что серьезно, ну вот, что вот так вот прям оно все просто и наверху, ну, должны быть еще какие-то там моменты, вот, знаешь, интересно. Это очень интересно, потому что когда ты что-то ищешь, да, наверно, какая-то уникальность, это мышление, и ты вроде бы его не видишь, а здесь я его вот как-то так я даже не ожидала, что я туда пойду, понимаешь? И оно открылось передо мной. И знаешь, что я еще понимаю? Я понимаю, что где-то на подсознательном уровне я об этом думала, где-то оно вот ко мне приходило, вот эти какие-то вещи, где-то я об этом думала, но я не хотела этого принимать. Этого чего, Ян? Силу и уникальность? Да, вот эту свою силу, и вот через то, что я себя вот так проявляю, что я вот такая. Потому что мне хотелось, ну, как бы, я же знаю, как правильно, да. Я не хотела ее принимать. Вот в чем вообще был, вот в чем проблема. Я что чувствовала? А как Чувствовала. сейчас? А сейчас я проговорила, и вот этот пазл, знаешь, он сложился у меня. Я приняла ее. Вот. Я понимаю, что да, что я приняла. И мозг принял. Главное, что мозг тоже принял. Вот что важно, потому что изначально-то он сопротивлялся, как бы здесь я почувствовала, а мозг сопротивлялся. А сейчас он увидел, вот так мы работаем.
Интересно очень. Сейчас я просто так думаю, вот хорошо, вот это я осознала. Значит, мне получается, нужно просто выходить, там, включать камеру и разговаривать, делиться, и не пытаться создавать чего-то там, придумывать и там запаковывать это в какую-то красивую обертку. Вот. А делать это от души. То, что мне приходит, и всё. И тогда это намного проще, и тогда, ну, как бы оно само по себе. Мгм. То есть есть, понимаешь? То есть получается, что, а, эти все знания, все, что у меня, мне даже карта, ты не представляешь, у меня даже карта недавно, моя знакомая прилетела, и, короче, она проводник на гвоздь. Очень духовный человек, мы там, у нас чаепитие, все, мы там карту вытянула. Очень интересная, красивая карта о том, что, то есть мы уже в том, что мы уже пропитаны вот всей этой информацией, вот как сказать, как личности, да, и вот каждая наша клеточка, она уже несет в себе вот эту вселенскую информацию, она уже вот все, по сути, уже есть здесь. И задача в том, чтобы довериться, что у тебя уже всё есть. Прикинь, вот у меня вот, если так в общем сказать смысл этой карты, вот там так было написано, что уже вот это есть в каждой твоей клеточке, заложена информация вообще вот от нашей всей вот Вселенной, от всего мироздания, оно уже в тебе. И сейчас так вот оно прям очень интересно все закручивается, если вспомнить мое это осознание о том, что когда меня несет, это и есть вот то, что я. И когда я этому доверяю, оно просто идет, и я в потоке, и мне хорошо, и мне легко. Просто нужно довериться и не сопротивляться. Вот что еще интересно. И не пытаться стать лучше. Вот. Не пытаться сделать лучше, потому что это, знаешь, как не причинять это добро и не причинять любовь. Так нравится причинять кому-то любовь и причинять кому-то. Я себе, получается, тоже хотела вот стать лучше. Зачем? М, Незачем. Придумала себе картинку, да, эти правила, это все, и понимаю, что я туда не вписываюсь и страдаю. Прекрасно. Мгм. Так выдыхаешь сейчас, Ян? Улыбаешься? Это вообще просто. Вылезла из коробочки, мне стало легче. Понимаешь, сама создала себе эту коробочку. Вот. Создала себе эту коробочку и этот самый, и вот выдыхаю. Вылезла, выбралась, потому что в коробочке дышать-то сложно, она открытая, мало пространства. Если без коробочки, то как теперь? Ты знаешь, легко. Вот как-то захотелось выдохнуть это всё. А я сижу, и мне как-то так хорошо, легко. И хочется, чтобы вот я понимаю, что это и есть моя сильная сторона, когда я в потоке, когда я легкая. Вот это и есть то, что я должна транслировать. Мгм. И просто сбиться со своих каких-то непонятных этих поисков, волшебства, и потому что волшебство уже оно во мне. А я что постоянно ищу это волшебство везде, а оно уже там. Ну, уже там. И вот поняла, что нужно сфокусироваться уже на том, что есть. А у меня вот, я фокусировалась на том, чего нет. И я искала, вот я пыталась это закрыть, вот еще вот это нужно, а еще вот это. А вот если я там хочу говорить, допустим, на какую-то там тему, тоже мышление, да, у меня же, по сути, уже есть мое сложившееся мнение по этому поводу. Но, конечно, мне нужно там погрузиться. М. Помнила твою диссертацию, что чуть там не диссертацию написать, нужно какие-то фразы.
нужно там, не знаю, известных людей туда, а вот еще какую-то дополнительную информацию, как у нас там работает мозг, и как это все там, ну, и вот все, и я, понимаешь, и я будто погружаюсь в эту тему. Ты представляешь себе, сколько нужно времени, если прямой эфир, там, несколько минут, и сказать что-то на эту тему, а я что погружаюсь, там, начиная исследовать, всё уже летает сейчас, Мгм. начиная исследовать тему мозга, как он работает, вот это, понимаешь, и куда это мышление. То есть я погружаюсь, и все. И потом через какое-то определенное время эта тема уже вообще не актуальна для меня. У меня уже другие инсайты. Я уже ее не чувствую. То, что я там себе выписала, как это все работает, эти нейронные связи и все вот эти другие вещи, как оно там, и как бы я на это смотрю, и оно такое: "Ну, окей". Что будешь со всем этим делать, Ян, теперь? Отпускать это все, отпускать и делать, как оно есть. Вот, допустим, вот я сейчас выхожу к тебе на прямой эфир, я же ничего не готовлюсь, я максимум запрос, и то он у меня, смотри, как развернулось все интересно, поменялось. Потоки. Мгм. То же самое то же самое мне нужно, применять, а, в своей деятельности. Если я хочу как-то себя проявлять через соцсети, вот мне нужно просто так и делать. Никак по-другому. Иначе я ничего вообще просто делать не буду. И буду погружаться в какие-то непонятные процессы. То есть, да, я согласна, если у тебя там действительно какое-то выступление, ты выходишь на сцену, это одно, там ты можешь продумать себе, как оно, это другое. Но если мы сейчас говорим там про те же прямые эфиры, я понимаю, что мне нужно просто выходить и говорить. Все. Еще один, и м, оно же будет само собой, вот эта даже структура, понимаешь, есть. То есть не то, что я ее выключаю, что вообще мне ничего не нужно. Потому что я ж по-любому, я общаюсь с людьми, я обогащаюсь этой информацией, да, как мы говорим, опыляюсь. Она-то есть у меня уже, я столько всего слышала об этом, ну, вот, просто с ума сойти, сколько лекций, сколько вебинаров. Я уже молчу про коуч-сессии, да, как оно все работает, оно же уже у меня есть, структура есть. Но когда чем больше раз я буду это проговаривать, тем она у меня будет, вот это все на самом-то деле вот внедряться. И вот быть живой, проживать это все. Вот. Насколько это то понимание и та ясность, которую ты хотела, Ян? Ты знаешь, это даже, наверное, больше, нежели я хотела. Это даже больше. Больше. Оно объемнее. Это не просто какой-то ответ на вопрос. Видишь, мы пошли, в уникальность. Я не знаю, мне вот слово просто особенность. Я не знаю, почему я вот слово уникальность, я уже его третий раз забываю. Мне приходит слово особенность. Мгм. Интересно. Да. То есть вот из-за этого оно намного объемнее, и образ мышления, как я ну, то есть как я вообще воспринимала это все. И это и моя уникальность через это раскрылась. Поэтому, то есть получила я намного больше, нежели просто ответ на вопрос, как мне там выходить в соцсети и почему я этого не делаю. Ну, вот тебе, пожалуйста. А, Последний вопрос, очень прям Да, хочу спросить. Смотри, ты вначале говорила, что а, в любом состоянии можешь прийти на коуч-сессию, там, на групповой менторинг, потому что в такие моменты ты чувствуешь себя живой, ты кайфуешь и так далее, а потом обратно уползаешь за рамки этого пространства. А, с сегодняшней ясностью и с сегодняшним пониманием, и с пониманием собственной уникальности и силы, как думаешь, будет ли что-то меняться и за рамками сессий? это для меня про проявленность тебя и осознание того, что я всегда готова. Вот. Так как коуч-сессия меня слышно, но я, наверное, уже не буду Опять переходить. квадрат Малевича у нас. Да,
Да, но мы уже заканчиваем. Я думаю, что Мгм, э, я договорю. мгм, Вот это то, что я всегда готова. Вот, я всегда готова. И мне не нужно особенно готовиться к чему-то, к выходу, не к выходу. Просто доверять своему естеству и проявлять себя вот в моменте из отклика. Тогда все прекрасно. мгм. Как ты вообще сейчас? Можем ли двигаться к завершению или что-то важное еще проговорить? Можем двигаться, потому что очень много всего поднялось. Я понимаю, что мне сейчас, я еще сейчас после сессии буду сидеть и рефлексировать. Мне нужно с этим всем, мне нужно это выписать и разобрать. Много важных инсайтов было, чтобы это все не растерять, пока, когда я выйду из этой комнаты. Мгм. Встречаться, вот, поэтому спасибо огромное, Аня, это было очень, очень ценно. Спасибо большое. Спасибо большое тебе, Ян, как всегда, мощные трансформации с соцсетей к собственной силе, к собственной уникальности. Спасибо тебе большое за эту работу. Благодарю тебя. До скорейших встреч. Да, пока-пока. Пока. Пока.